Всех приветствую на канале Леха Мегастроитель. Сегодня мы поговорим не о строительстве, а о мини-технике. Они называются мини-думперы двух производителей, сделанных в России. В общем-то, много отзывов, которые есть, и обзоров этой техники. Мы попытаемся сделать максимально расширенный этот обзор по всем, так скажем, нюансам этой техники, ее плюсы и минусы. Начинаем. Начнем мы с Baumech. Почему именно с нее? Потому что у нас эта тележка появилась первая. Что это вообще такое мини-думпер? То есть, что он из себя представляет? Это тележка на гусеничном ходу с бензиновым двигателем. Есть кузов, который гидравлически поднимается, высыпает грунт, песок и все, что с этим связано. И есть так называемая, назовем ее лопата, которая грузит в кузов. Если сравнивать с обычными тачками, которые люди возят, конечно, это незаменимая тележка. У нас есть, если что, даже и мотомул. То есть он побольше, чем обычная тележка, которая руками возится до грунта. Но огромное преимущество этой тележки то, что один оператор может привезти порядка 50-60 тонн. Если расстояние от кучи, допустим, с песком или с черноземом небольшое, то он выполнит, конечно, гораздо больше, нежели чем даже 5 или 7 человек рабочих. В совокупности, по стоимости, по аренде, если найти специалистов, которые готовы будут растянуть этот песок за один день, то, конечно, эта тележка, она всегда выигрывает. Плюсом ко всему, она может подсрезать грунт, который тяжело. То есть часто ландшафтники именно интересуются тем, что нужно немножко подсрезать, 10-15 сантиметров. Техника также справляется с сорняками. Ее вес небольшой, так скажем, да. То есть есть техника потяжелее. Плюсом еще отнесу, это ее именно габариты, которые, позволяют проехать в любое пространство. Если вы, конечно, занимаетесь ландшафтом или, как мы, строительством частных домов, честно скажу, это незаменимая такая вещь. Она просто необходима. Долгое время мы работали без такой техники. Не было у нас в аренде их в Воронеже. Мы находимся в городе Воронеж. Первые мы, кто приобрели именно в Воронеже тачки эти, и, соответственно, выполняем как свои работы, так и сдаем в аренду. Если вы планируете приобрести такую тачку, вы должны понять, что техника реально и приносит деньги, и реально выполняет свою работу на все 100%, то есть которые для нее поставлены у одного или у второго производителя. Неважно, она выполняет свою работу на 1000%. Но есть одни моменты. Это что касаемо ее надежности. Техника требует ежедневного протягивания какого-то, то есть этих болтов, здесь. Все постоянно нужно что-то протягивать, что-то откручивается, что-то смазывать, понятно, за техникой нужно ухаживать. Но если так разобраться в деталях, на этой у нас техники в районе где-то 450-500 моточасов. Мы ее приобрели в том году, и сегодня у нас 25 год, сентябрь. Где-то в районе 500 моточасов мы на ней отработали. Я даже не знаю, что показать, что мы не меняли. Если взять, этот узел, здесь полностью все у нас было заменено. Заменены были втулки. То есть по натяжителю, этому ролику, который у нас здесь стоит под гусеницу, мы меняли дважды. То есть он постоянно выходит из строя. Вся эта, так скажем, вся колесная эта база, она стоит на месте, с ней проблем нет. Дальше. То есть выдерживают звенки задние по песку, если работать по грунту постоянно, где-то 250, максимум 300 моточасов. То есть наворачивается таким образом металл сырой абсолютно, требует постоянно замены. Эти болты мы их определенно меняем сами, уже более крепкую закалку ставим именно болтов, потому что когда начинаем протягивать от завода, которые идут
они постоянно их срывают. Здесь у нас двигатель стоит Yamaha. По надежности, если сравнивать с Макстемом, с двигателем, с китайским, конечно, это небо и земля. Там у нас первый двигатель уже сломался на 50 моточасов. Было 50 моточасов, и мы заменили там двигатель. То есть он вышел из строя, не знаю, из-за того, что пыль. Но что касаемо пыли, действительно, то есть техника достаточно в агрессивной среде работает. Значит, вся система, вот эта фильтрация, фильтры нужно менять каждый день. То есть не вот этот не раз в 2 дня, не раз в 3 дня. То есть это все нужно менять, если вы работаете каждый день. Их нужно менять каждый день. Более-менее тогда двигатель, собственно, весь ходит. То есть, ну, Yamaha, не знаю, нам больше нравится, он работает тише, чем Макстем, потому что все-таки, когда ты работаешь по 8 часов, а это зачастую даже может быть и 10, большое значение имеет для оператора. Независимо от того, что у него есть наушники, которые шумоподавление, или он просто наушники вставляет, в которых работает. Что касаемо, значит, подножки. Подножка у Baumech, она стоит ровней. Значит, сама по себе площадка у Макстем. Сейчас мы, когда будем обзор проводить тележки, я расскажу там свои особенности, значит, по технике. Что касаемо управления тележкой. То есть достаточно все удобно, независимо, что тут этот металл. Руки достают, нажали вперед, назад. То есть это все абсолютно легко. То есть здесь все удобно. Сигналом практически мы не пользуемся, потому что он и так тарахтит. Все слышат. Значит, следующие нюансы. Сейчас я заведу и заглушу его. Значит, что касаемо, так скажем, всей кухни, внутрянки, да, вот эти резинки, которые, я не знаю, в чем проблема производителям сделать таким образом, чтобы они не разваливались. Это тоже просто обычный банальный какой-то расходник, который чуть ли не каждый месяц или каждые 2 месяца мы их покупаем по 2 комплекта и меняем, потому что при опускании кузова она поддавливается, значит, на вот эту площадку, и они разваливаются. Вот. Узел, по моему мнению, вот этот, конечно, немножко недоработан на одной и на другой технике, исходя из того, что вот эта часть очень сильно подвержена люфту при поднимании и опускании ковша. То есть, чтобы вы понимали, ковш ходит туда-сюда сантиметров 20. И он начинает задевать уже борта. И при подъеме, чуть при перекосе каком-то небольшом, сейчас я тебе покажу, при подъеме вот эта часть уже бьет вот сюда, то есть, ну, заклинивает, закусывает. То есть, соответственно, можно какой-то узел тем самым просто на все при подъеме порвать. Поэтому я считаю этот узел самый слабый вообще в технике. Что здесь, что здесь. Самый вообще худший, какой только может быть. Ну, то есть его реально нужно, переделать, не знаю, то есть какие там инженеры, что там сидит, какие запасы считает по прочности, но все это разбивается. Потом нам непонятно, почему вот эти болты периодически у нас отрываются, шляпки, начинает сам кузов туда-сюда ходить, что здесь. То есть одна аналогичная ситуация, что здесь, что там. То есть разницы нет, в общем-то, между техникой в этом плане. Вот, даже если обратить внимание, узел сварен там полностью весь одинаковый. Кто-то у кого-то что-то своровал. И, в общем-то, тут можно, если обратить внимание, она чуть уже с искривлением стоит, потому что мы первый раз, когда не вовремя заменили втулки, чуть уже все это подвывернул. То есть не понимаю, почему нельзя сделать с 2 сторон крепления, как-то этот узел отработать производителям. Ну, может быть, есть какие-то конструктивные особенности, которых я, конечно, не понимаю. Вот. Следующая техника в летний период времени, когда сильная жара и 8-часовой рабочий день, так скажем,
масло гидравлическое достаточно сильно перегревается, тяга у техники пропадает. Но это не сразу, то есть условно 2-3 часа вы поездите. Потом с этим оператор наш сталкивается, останавливается там на 20 минут, на 10 минут для того, чтобы это масло остыло. Разговаривая, значит, с производителями данной техники, пытались мне объяснить, что, может быть, я не то масло заливаю, но поскольку что у меня вообще не это только техника, а еще есть всякие манипуляторы, погрузчики 3-тонные, мини-экскаваторы и так далее. Есть кто обслуживает эту технику у нас, и исходя из этого, значит, они знают, какое масло нужно заливать, зимнее или летнее и так далее. То есть, может быть, если я до конца это ничего не знаю, но люди, которые у меня работают, они в этом достаточно хорошо разбираются. По трассам, значит, никаких проблем у нас нету. По шлангам тоже. Здесь все защищено. Принцип исполнения всех сварных таких стыков, несущих, полностью, нас, по крайней мере, устраивает. Техника с виду выглядит надежно, но вот про которые мелочи, они как не мелочи, то есть их можно, по сути, доработать, допустим, там тавотницу врезать с этой стороны, а не как на заводе с внутренней стороны. То есть здесь у нас стоит тавотница с внутренней стороны, а здесь у нас тавотницы нету. То есть мы уже не на этой, на той, по-моему, технике, где-то мы врезали с другой стороны. То есть вот эта вся мелочь, хотя это мелочь, ее можно доработать, и больше, наверное, будет хороших отзывов, потому что я думаю, кто взял эти тележки и интенсивно на них работает, на каждую эту мелочь тоже обращает внимание, но просто кто-то, возможно, блог не ведет. Значит, поскольку мы вот эту звездочку уже поменяли, значит, когда мы немножко подзапустили тоже эту звездочку, когда она вышла, она нам в дальнейшем порвала гусеницы полностью. То есть мы гусеницы тоже заменили вместе со звездочкой. Звездочку в районе 450 мот-часов мы меняли дважды уже ее. То есть это третья звездочка, и она сразу вот такие вот навороты какие-то дает. Я не знаю, с чем это связано. То ли неправильно выточена именно сама звезда, то ли гусеницы какие-то другие. Но, тем не менее, такой вот вообще штуки не должно быть, потому что она как раз и рвет в дальнейшем саму гусеницу при напряжении. Так, что еще здесь хотелось бы сказать? Следующее. При перенагреве масла, когда масло перегревается, значит, у нас гидрораспределитель потек. Значит, на подъем опускание ковша нам производитель сказал так: надо покупать новый. Но в конечном результате подсказали, значит, что можно его подразобрать. И, значит, там есть шпилька, которая просто на все лопнула, выдавила сальнички. Мы эти сальнички новые купили, поставили, шпильку закрутили. И шпильку мы поставили, если мне память не изменяет, там была 9,6, я не помню закалки, а мы что-то в районе 11 поставили, купили ее метровую, нарезали и закрутили. И пока что вроде бы у нас все работает. Многим кажется, когда они смотрят в Авито, она маленькая и думают, что мало на что способна, но она на многое способна. А если ей добавить еще такого качества, в исполнении некоторых узлов, то она вообще будет незаменимой. Хотя, по моему мнению, вот эти все дефекты, которые здесь есть, им цена-то тут, не знаю, 50-70 тысяч рублей. И техника, она будет служить гораздо дольше. И в чем основная загвоздка по этой технике, собственно-то, идет? Поскольку мы в Воронеже находимся, производители сами не с Воронежа, в магазин нет возможности сходить и купить какую-то конкретную деталь. Лишь поэтому мы купили вторую технику, потому что, когда эта техника ломается, мы просто-навсего пересаживаемся на другую и работаем на той. Недавно у нас получилось так, что у нас обе две техники просто-навсего сломались. Одна сегодня, вторая завтра, и мы просто не смогли выполнить какие-то работы. Притом, при всем, то, что эта техника чуть больше 1 миллиона рублей, одна и вторая стоит, где-то в районе 1,5, я округляю, сейчас не вдаюсь в какие-то там точные цифры. Уж за эти деньги
по моему мнению, техника должна быть более надежной. То есть я не говорю про то, что она не должна вовсе там не ломаться и так далее. Но вот эта вся мелочевка, которую я проговорил, ее сделать элементарно просто. То есть мы сейчас зимой чуть-чуть доработаем и одну, и вторую технику, так скажем, просто под себя, чтобы она меньше ломалась. Ну и теперь перейдем ко второму производителю. Что касаемо, значит, данной техники, она с виду похожа, но немножко разная. Что касаемо ковша, погружения ковша в основание, то есть здесь немножко отверстия по-разному пересверлены. Значит, гусеницы одинаковые, натяжители одинаковые, звездочки одинаковые, цилиндры, это все одинаково, объем кузова у них одинаковый. Что касаемо двигателей, которые здесь ставятся, китайских, мы отработали 50 моточасов, мы его заменили. Отработали сейчас в районе 250-300 моточасов. У нас стартер, в общем-то, сломался. Дальше у нас под зажигание ключ сломался. Мы вот тут вот разобрали, пока что заводим по проводкам. Масло бежит откуда только возможно, из гидрораспределителей. Вся техника в масле. В общем-то, с этой проблемой тоже она была, когда я вам сейчас рассказывал то, что шпильку порвало. Но здесь мы просто понять не можем. Она откуда-то из двигателя бежит, из гидрораспределителя бежит, резинки поменяли, ничего не можем с этим сделать. Что касаемо подножки, которые вот у меня этого производителя, хотелось бы задать вопрос. Когда она с таким уклоном стоит, вы сами вообще хотя бы пробовали, ездили на этой технике или нет? То есть там хотя бы стоит подножка в горизонт. И, кстати, за обе техники я бы хотел сказать, если у вас вес 80-90 килограмм, на этой технике работать целый день, 8 часов невозможно. Скоро вы познакомитесь с оператором, который работает на двух техниках. Он у нас парень худой, и мы у него спросим, насколько сложно ездить на этой технике и управлять, устаешь ли, и что больше всего устают, ноги, там, руки и так далее. Я бы сказал, что приблизительно техника по качеству, она одна и вторая одинаковая, со своими приколюхами. Значит, то, что здесь у нас китайский двигатель стоит, он немножко помощнее. Техника кажется пободрее, посильнее, порезвее. Но при этом звук глушителя здесь гораздо сильнее, чем там. И повторюсь, то, что работать сложнее, даже несмотря, что у нас есть вот такие наушники у оператора, он еще одевает музыку, слушает. Тем не менее, громковато целый день, если работать. Вот здесь у нас звезда, как раз мы можем показать, как она подошла. Вот что с ней получилось. То есть на той звездочке вы видели то, что начал только заворачиваться. Здесь уже все это завернуто и практически съедено. Вот мы сейчас на этой технике не работаем. Заказали эти звездочки. Значит, поменяем и после чего будем только уже работать. Сегодня просто снимаем обзор. То есть, когда звездочки поменяем, они, конечно, будут новенькие. Значит, по натяжителю у этого производителя, насколько мне сказали, что уже и у Baumech то же самое поменяли. Там стоит не один подшипник, а два. Ну и Baumech сейчас тоже ходит, вроде проблем нет, поменяли натяжители. Здесь эта проблема, она отсутствует сразу. Сейчас покажу, как резинки разваливаются на кузове. Открыли мы тоже кузовок, как и на Baumech, но, как вы, наверное, видите, сильно ничего не изменилось. Там, если вы помните, ну, все трассы были, они в такой оплетке защитной. Ну, возможно, там чуть дольше прослужит, но, тем не менее, здесь нету, пока с этим проблем у нас нету, но пока что. Вот здесь вот вы можете увидеть, что происходит с резинками. Вот одна даже у нас отвалилась, кстати говоря. То есть они вот таким вот образом разбиваются, разваливаются, значит, крошатся и отскакивают. То же самое по запчастям, как и там, и как и тут.
все одинаково. Кстати говоря, только что обратил внимание, цилиндр, например, потек. Прям вот прям видно, как масло течет из цилиндра. Цилиндр у нас потек. Повторюсь, где-то 200-250 моточасов. Я никого сейчас не пытаюсь там обелить Baumech, Maxxtem, значит, наоборот опустить. Все то же самое и там, и тут. Проблемы все вообще одинаковые. Даже по корпусу, по всему. То есть как будто друг у друга кто-то что-то там содрал, переделал, где-то подешевле что-то поставил, пытается подешевле что-то продать. Но тем не менее, если вы купите подешевле, будете обращать внимание на то, что, наверное, она побыстрее разваливается. Ну, вот, в частности, что касаемо этой техники, значит, она, конечно, ненадежная, что одна, что вторая. Но доработать, я думаю, у каждого производителя есть возможность, было бы желание. Теперь хотелось бы познакомить вас с оператором. Миш, ну расскажи от себя. Мы заранее, хочу сказать, мы не договаривались. Я несколько, так скажем, видео каких-то обзоров снимал про дома, немножко привык к камере. Значит, Миш первый раз, поэтому сильно не судите. Но расскажи вообще, как тебе техника, сложно ли тебе на ней ездить, устают ли там, не знаю, ноги, руки, вообще болит ли голова от того, что как он тарахтит? Ну, во-первых, всех приветствую. Да, устают ноги, стопы, когда стою, собственно говоря, на нем. В конце дня. То есть она отдает как вибрации? Да, вибрация дает, и все толчки, вот когда я на рельефе езжу, тоже и в колени, и в стопы. А сколько ты весишь? Просто я сказал, что вот мы с тобой уже разговаривали, то, что тяжело стоять на технике. Просто я вешу 104 килограмма, ты сколько? В районе весишь? 55-60. То есть 55-60 килограмм, то есть достаточно легкий парень, но при этом ноги гудят. То есть если мы говорим про то, что кто-то хочет взять в аренду, чтобы сдавать, то есть вы понимаете, что оператор, если он будет уже 80 или 90 килограмм, это очень сложно именно для ног, для нагрузки. Что еще Второй расскажешь? момент. Начинает болеть сустав этот под вечер. Вот этот. Это из-за рычага, да? Из-за рычага, да. Потому что я работаю, рычаги нажимаю вот так вот. У меня рука постоянно в напряжении. И особенно, когда я вот поворачиваю. То есть хотелось бы полегче или что, или джойстик? Ну, то есть полегче, чтобы, да, были Ну, наверное, да, ближе к этому, чтобы ближе просто полегче. То есть если есть такая возможность, да, или можно обратить на это внимание. То есть сильно руки, суставы болят. Голова, ну с непривычки голова болит. Когда вот первый раз садился, работал, голова болела, сейчас ничего, в принципе, ничего. Ну ты в наушниках, то есть, да? Да, то есть я говорю, получается, я музыку включаю у себя в своих наушниках и эти надеваю. Вот. И так более-менее нормально, ну, да? Так, еще вот что касаемо, как вот перед тем, как выехать, да, значит, на работы, что вообще ты чаще всего делаешь? Ну, шприцуешь, понятно. То есть какие-то манипуляции с техникой проходят, может быть, какая-то, не знаю, хуже заводится, лучше заводится, не знаю, нужно сильнее прогревать, что-то протягивать там и так далее. Ну, понятное дело, болты. В любом случае протягиваются. Что летом, что в холодную погоду я даю пару, там, летом минуту поставить погреться, когда холодно, чуть побольше. Чуть побольше. Вот. Что еще? Ну, шприцую, это понятно, фильтр проверяю воздушный. Если он грязный, я его убиваю. Если он уже, все, срок действия его закончен, я его меняю полностью. Вот. И в принципе все. А что у нас, мы свечки, да, частенько меняем, да? Ну да. А на нем или на нем мы? На этом. На этом чаще мы меняем, да? То есть на китайском двигателе свечку мы чаще меняем, да? Чем на этом. На этом они реже намного. На этом намного реже. Это тоже говорит о том, что
что взять получше, там, двигатель, там, да. Если будет возможность у ребят, может быть, у одних, у вторых, конечно, поставлять именно двигатели Honda, либо Yamaha, по-моему, кто-то из ребят может на хондовском двигателе сделать, я имею в виду по производителям. Лучше брать, наверное, на хондовском. То есть, если кто планирует просто приобрести эту технику, то лучше взять на хондовском, наверное, двигателе. Это все будет понадежнее. Что еще расскажешь вообще? Различия в управлении. Рычаги вот тут вот, на этом глубина нажатия она больше. Вот. Это удобнее или нет? Нет, это не удобнее. Лучше удобнее на том. То есть, когда рычаг меньше ход, то удобнее, да, то удобнее. Когда если долго работаем, непосредственно. Да. Ага. Но вот Тем это более вот как раз оператор, который проработал достаточно большое время на одной и на второй, и может реально за 2 единицы техники это рассказать, потому что я ездил, скажу так, по часу-полтора на них, там, может быть, максимум 2. Кажется, ой, классная тачка, и вроде не устаешь и так далее. А он говорит уже непосредственно, когда он работает, иногда какие-то работы по неделям выполняет, там, по 8-10 часов смены, и он работает на них, не слезая с них. Поэтому каждая вот такая мелочь, она уже о многом говорит. То есть об этом нужно будет задуматься каждому из производителей, по моему мнению, потому что если вы хотите продавать эти тачки, держать, так скажем, какую-то марку определенную, то они должны, ну, не только к нам, конечно, прислушиваться, а к большинству. Возможно, многих просто нету ни YouTube каналов, никто не может это подснять, нет операторов там, и вообще, в принципе, у многих-то просто у нас все нету 2 тачки, у кого-то просто одна, и он санализировать не может, когда у него 1 единица техника. Ну, а продажники все мы знаем, как они продают, как бы им просто надо продать. Так, по рычагам понятно. Что еще, какие особенности? Из-за того, что Макс-Т мощнее, когда я стою, вот, например, лопату на себя закидываю с грунтом, она может резко в стоп войти, ну, там, и грунт просто на меня высыпется весь. То на панель, это... на меня, в лицо и прочее. То есть это не к плюсу относим, а даже к минусу. Да, а если обороты мы сделаем чуть меньше? А если обороты поменьше, то, в принципе, да, оно будет так, лучше, да? Лучше, да. То есть нужно к работе, так скажем, по оборотам тоже привыкнуть. Если горизонт, если мы по перепадам, то есть тоже нужно понимать, разная ситуация. Можно ездить по горизонту, да, вот, а можно ездить зачастую, это труднодоступные места, куда-то нужно забраться на фундамент, нужно съехать с него, нужно куда-то в котлован небольшой спуститься. И на малых оборотах просто нашей мощности не хватает техники, и оператор просто выставляет постоянно, ну, так скажем, комфортный режим, который еще будет перемещаться. Потому что не так долго работать ковшом, да, грузить, как перемещение. Основная, значит, работа — это непосредственно перевести грунт, то есть больше времени занимает, чем нежели на себя загрузить. Что еще расскажешь из таких особенностей? Из особенностей? Ну, по 2 единицам. То есть мы уже тут у Макс-Т поговорили достаточно много. Ну, давай тогда здесь. Про Баумех? Про Баумех давай, да. То есть удобнее ли стоять? Я вот про площадку сказал. Да, удобнее. Я, конечно, в основном на ней прям всей ногой не стою. Я пополам, но все равно это в любом ты случае... даже ближе подходишь? Да, я ближе, потому что мне вот удобнее руки класть. Ага. Вот, но в любом случае это удобнее, чем вот она будет. И опять я бы обратил внимание на то, что Миша у нас, он невысокий, да и я невысокий. Операторы более высокие, будет сложновато здесь, собственно, работать. До рычагов. Вот, ну, дотянуться, наверное, наоборот, потому что кисти рук больше и проще. А что касаемо именно роста, опускания рук, вот именно в плечах, достаточно проблематично. Но я думаю, что это не у одного, как бы, такого и других, в общем-то, производителей, которые зарубежные, так скажем, их назовем. Там приблизительная картина одна и та же. Наверное, на этом мы будем заканчивать наш, так скажем, обзор и отзывы. Если кому-то будет интересно конкретно что-то детально рассказать про какие-то конкретные узлы, вы можете написать, либо просто мне позвонить. Вы можете, если недалеко от Воронежа находитесь, вы можете приехать
даже взять у нас там технику поработать. Мы не продаем, сразу говорю, то есть мы просто можем отзыв какой-то определенный дать по той или иной технике, более, так скажем, расширенный одного и второго производителя. И на этом все. Вы как бы можете сами определиться по технике, какой вам производитель нужен, один или второй, или может быть еще какой-то. Но у нас конкретно два. Мы можем дать попробовать, порулить, поездить полчаса, час. То есть вы можете приехать и провести, так скажем, такой тест-драйв по технике. Техника реально, что одна, что вторая, выполняет свои работы. Реально гораздо быстрее все эти работы выполняются. То есть закидать лопатой в кузовок грунт достаточно дольше, сложнее и, ну, и бессмысленнее. То есть это можете заехать и на горку, и спуститься. В общем, мы порядка там 30-60 тонн вообще развозим практически каждый день. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока.